Добро пожаловать на канал AlexBrain. Сегодня с вами я, Алексей, и сегодня мы с вами поговорим о такой важной вещи или штуке, как финансы. Финансы в бизнесе. И немножко затронем планирование. Если видели там предыдущие ролики или читали в интернете, 90% компаний, бизнесов, да, это могут быть ИПшки, ООшки, там, АОшки и так далее, закрываются в первый год своей жизни. 90%. Запомнили, да? То есть остается в живых через год только 10% из 100. То есть, предположим, 100 компаний, ну или там 1000 компаний, да, остается через год сколько? Вот. Такая вот печальная статистика. Самая распространенная причина – это то, что понаслушались там всяких сказочников, скажем так, да, и все, мы могем, мотивация, мотивация, мотивация. А бизнес – это цифры. Это цифры, 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 еще раз цифры. И алгоритмы. То есть алгоритмы действий, мне как программисту, да, там, руководителю веб-студии, понятно, что, ну, у нас есть, да, если то, то есть причинно-следственные связи элементарные. То есть если мы делаем это, получаем вот этот результат. И это не так вот прямолинейно, да, ветвями пошло, как в принципе в жизни. Если мы, не знаю, там, начали делать что-то, да, день пойдет по одному. И сегодня мы работаем на сегодня и на будущее собственное. То же самое в бизнесе. То есть если мы не планируем, а так вот как бы просто вот решили открыть бизнес. Все здорово, у нас там, не знаю, там есть свободные какие-то средства, либо нет, да, там, и это какой-то микро бизнес без первичных выливаний, скажем так. Если мы не будем соображать, куда мы идем, да, то есть, ну вот как вот сейчас, допустим, я там в лес пришел, то есть у меня есть четкое понимание, что я вот пришел сюда, для чего? Для того, чтобы записать видео для YouTube, ну и на свой сайт, естественно. До того, как я сюда пошел, я посмотрел этот видеоролик, я хотел чуть раньше записать, но была не очень, скажем так, погодка, поэтому дождался солнечной теплой погодки и пошел сюда. В это время, да, то есть моя деятельность не простаивала, я занимался другими задачами. То есть это варианты, скажем так, если то, да, то есть если погода хорошая, я иду туда, а если погода не очень, я делаю вот это. И так и в бизнесе, ну, в принципе, это и есть, да, это как бы самореклама, там, ну, я думаю, все понимают это. В бизнесе, да, то же самое важно, то есть понимать, да, то есть я для того, чтобы мне прийти сюда, во-первых, у меня должны быть соответствующие ресурсы, да, ну, в данном случае вот там берцы, да, потому что, ну, как бы по грязюке ходить, ну, мне нравится в берцах. Можно, конечно, просто в обычных там кроссовках и прочем, да, главное не в белых, и все, и нормально. Плюс, ну, соответственно, одежда, да, то есть это вот, ну, на простом примере объясню, как это в бизнесе, да, происходит. Дальше что? Для того, чтобы снять видео, там, держатель вот этот, да, телефон, ну и так, чтобы поудобнее было, да, чтобы звук лучше был, петлички, то есть микрофончики. Все. В принципе, для этого на этой стадии, да, все. Дальше, получается, мне нужно будет дома еще сесть за компьютер, открыть программку и там это все монтировать. Вот эти эколки, бэколки всякие, факапчики, скажем так, да, из видео убрать, обработать, сделать заставочку, превьюшечку, да, и все. Вот. Либо делегировать это кому-то. Но на начальных этапах лучше самому. В бизнесе то же самое. То есть, когда мы что-то делаем, да, мы планируем, так, ага, бизнес еще состоит, да, это маркетинг, то есть реклама, да, это продажи, это финансы, естественно, финансы, отчетность, там, ну, скажем так, в целом, да, это финансы. Это производство, то есть когда вы выполняете какие-то работы и услуги, управление обязательно,
Вот. А если это, допустим, товарный бизнес, это логистика еще, естественно, плюс там, ну, там упаковка, ну, упаковку можно, склады, да, то есть это больше, скажем так, ну, и маркетинг, и склады, да, упаковка. То есть понять, из чего состоит ваш бизнес, или будет состоять ваш бизнес, сообразить, сколько у вас денежек, ресурсов, времени, да, то есть что вы из этого готовы вкладывать, можно практически бесплатно, да, там запустить первую продукцию, там, либо первые услуги, да, там, пользуясь тем, что у вас есть. Можно, если, допустим, другой вариант, да, там, делегировать это людям, да, в обмен на деньги. Здесь опять-таки, то есть на начальных этапах все там делегировать, когда вы в этом не соображаете, ну, это путь вот как раз закрыться через год, даже раньше, в течение года, да. Важно, да, прописать опять-таки, что, как, куда, сколько, куда ресурсов идет, временных ресурсов, финансовых ресурсов, потому что помните, что время – это деньги. Это многие там говорят самый ценный ресурс, ну, может, да, но опять-таки не совсем так. Ну, не об этом, да, сейчас. Время, опять-таки, в сутках у нас 24 часа. Как нам сделать в сутках не 24 часа, а 365 дней? Вопрос простой. Нанять сотрудников. Нанять сотрудников, которые будут выполнять тот или иной функционал. То есть сделать вместо себя, скажем так, 365 человек, да, ну, образно говоря, там, в зависимости от ваших задач и целей. Следующее. После того, как вы поняли, как у вас, из чего состоит бизнес, вы после этого прописываете, что, куда будете идти, как, да, и сколько денег, либо временных затрат вам на это потребуется. И опять-таки, куда вы хотите прийти. То есть, чтобы сюда прийти, да, ну, элементарно, да, скажем так, алгоритм действий. В бизнесе там много взаимосвязей, гораздо больше, да, чем, допустим, просто прийти видос снять. Соответственно, это нужно учитывать, это все нужно прописывать и считать, соответственно, денежку, то есть что, как, куда по бюджетам, по фондам. То есть у бухгалтеров, да, там у бухгалтеров, фиников есть такое понятие, как фонды, да, то есть это мы распределяем по фондам. Это как, допустим, домашняя бухгалтерия, к примеру, да, там личные, да, личные финансы. То есть мы распределяем по фондам, по категориям, скажем так, расходов и доходов, да, то есть категория расходов, что там, не знаю, там отдых, там, не знаю, там здоровье, еда, там какие-нибудь шмоточки, там техника, там отдых, там, допустим, к примеру, там на жилище, да, там, или на улучшение жилищных условий, да, там и так далее и тому подобное. Это расходы, да, доходы, соответственно, что у нас? Это есть, к примеру, если вы наемный сотрудник, основное место работы, да, то есть зарплата, вы знаете примерно сколько будете получать, да, и доходы, точнее, с каких-то, к примеру, там, подработок, шабашек, халтур там, и так далее, если они есть, да, у вас, либо там что-то делаете, уже начинаете потихонечку там что-то продавать, то есть первые шаги в бизнесе. Это тоже доходы, и, соответственно, вот это все, каждое поступление денег стоит, ну, самое простое по процентам, то есть распределить, куда сколько вам процентов нужно, да, то есть как это делается, то есть вы посчитали, что вам, допустим, через год вот на это нужно, или в течение года, да, там, за год нужно вот столько расходов, на эту статью расходов, столько там на этот, да, там, ну, фонд, да, назовем по фондам, и распределяете, то есть деньги пришли, не сразу там куда-то вбухивать, да, там, не знаю, там, за кредиты все отдавать, да, там, если они есть, а распределять по фондам, то есть, допустим, там 10% сюда, там 20% там сюда, 30% сюда, вот. В личных финансах также и в бизнесе. В бизнесе это наиболее важно, если вот этого не делать, в бизнесе, да, когда вы делаете первые шаги, это нестабильно, вас вот так вот может лихорадить, да, то есть у вас, в принципе, есть план продаж, к примеру, да, там в месяц, но
Он может не быть, может быть сезонность и так далее и тому подобное. То есть это нужно учитывать и подушку безопасности обязательно накапливать, как в личных финансах, так и в бизнесе. И плюс из бизнеса не вытаскивать сразу все деньги, то есть, не знаю, там, вам пришел, к примеру, не знаю, там, 200, там, 500 тысяч, да, вы такие, о, класс, вот, работа еще не выполнена. То есть, по факту, это еще, ну, не совсем ваши деньги. Когда вы акты подписали, все, можете как хотите, да, ну, естественно, что мы пользуемся этим в процессе этими деньгами, прокручиваем их и так далее и тому подобное, да, то есть деньги должны деньги приносить. Но здесь нужно учитывать, что, к примеру, вы, ну, к примеру, получили там за какую-то поставку там 200 тысяч, ну, к примеру, да, и производите это. Вам на производство, к примеру, месяц нужен, и еще там полмесяца на поставку там и так далее и тому подобное. То есть по факту это получается, вы заработали за месяц не 200 тысяч рублей, а за полтора месяца 200 тысяч рублей. То есть получается сколько-то? 150, да, за месяц? Меньше, да, получается? Вот, ну, посчитайте. То есть вот это нужно просчитывать и учитывать, и распределять. То есть, допустим, вы получили и такие, о, блин, я заработал 200 тысяч, там, не знаю, там, 150 выдернули, да, на свои собственные хотелки. Так далеко не уплывете, поэтому и закрываются. Нужно вот эти поступления, да, которые у вас есть, распределять, то есть себе там сколько-то, к примеру, там скромненькую зарплатку, да, и остальное все на нужды бизнеса. Когда уже будет позволять, тогда уже, ну, то есть сначала не сырничать. Когда там в 2010 году, когда открывал свою первую компанию, у меня тоже, ну, параллельно там товарищи открывали свои компании. И вот как бы, знаете, тогда себе отметил, так посмотрел, думаю, блин, ну, ребята далеко не уплывут. Ну да, действительно, они ушли в найм прям, ну, практически сразу. Они начали зарабатывать деньги. Вместо того, чтобы оставлять эти деньги в бизнесе и развивать эту махину, да, они начали просто больше потреблять. То есть, к примеру, раньше они там жили, ну, грубо говоря, там, на там, 40 тысяч рублей, да, а стали жить на 100 тысяч рублей. То есть покупать там продукты дороже, еще там что-то дороже, при этом ну, без особой нужды, то есть, ну, сырничать. Соответственно, вот это приводит к тому, что, ну, лишние деньги, которые не лишние в бизнесе, да, выдергивают на какую-то ерунду, тратят, а потом такие, ой, что-то у нас кассовый разрыв. Что же делать? Вот. Ну, ответ прост. Первое, да, что нужно понимать, опять-таки, это то, что финансы нужно считать, считать, считать и еще раз считать. И распределять по фондам. И будет хорошо, если вы это научитесь делать не только в рамках бизнеса, да, но и своих личных финансов. Потому что это то, ну, это основы финансовой грамотности, которых, ну, многим не хватает. Попросту не хватает, и постоянно они там от зарплаты до зарплаты, или там в бизнесе разоряются, да, там и так далее, кассовые разрывы и прочее, прочее, прочее. Вот, то есть вот это, если информацию усвоите и начнете ее действительно применять, и ну, все грамотнее и грамотнее, ну, тогда потом где-нибудь в Форбсе с вами встретимся, надеюсь. На этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был я, Алексей. Ну и до новых встреч.